Ее называют королевой красных дорожек, национальным сокровищем Китая и одной из самых влиятельных женщин в современной азиатской поп-культуре. Каждое ее появление на публике мгновенно превращается в мировую сенсацию, а хэштеги с ее именем в социальной сети Weibo собирают десятки миллиардов просмотров за считанные часы. Ведущие европейские модные дома, такие как Dior, ведут за нее нешуточную борьбу, а продюсеры крупнейших стриминговых платформ готовы платить любые деньги, лишь бы ее имя значилось в титрах их новых проектов. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какая реальная история скрывается за этим безупречным, почти фарфоровым образом, как уйгурская девочка из далекого, изолированного региона на северо-западе Китая смогла сломать жесткие, формировавшиеся десятилетиями стандарты консервативной китайской индустрии развлечений, как она превратилась из экзотической актрисы второго плана в абсолютную икону си-поп и дарам? Сегодня мы заглянем за кулисы этого оглушительного успеха и разберем феномен Дильрабы Дильмурат. Мы пройдем весь ее путь, от спартанского детства и изнурительных тренировок в балетном классе до первых болезненных отказов на кастингах, от судьбоносной встречи с главной наставницей ее жизни до обратной стороны всемирной славы, о которой она долгое время предпочитала молчать. Эта история не о внезапном везении, а о колоссальном, порой пугающем трудоголизме, за который ей пришлось заплатить слишком высокую личную цену. Корни и спартанское детство. Чтобы по-настоящему понять феномен Дильрабы, нужно перенестись на 30 с лишним лет назад в город Урумчи, столицу Синьцзян уйгурского автономного района. Именно здесь, 3 июня 1992 года, в семье известного актера и солиста местного ансамбля «Песни и пляски» родилась девочка, которой дали красивое имя Дильраба, что в переводе означает «возлюбленная красавица». Ее отец был человеком глубоко творческим и преданным искусству, поэтому с самых ранних лет атмосфера в доме была наполнена музыкой. Маленькая Дильраба росла среди струнных инструментов, традиционных уйгурских мотивов и театральных декораций. Отец мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам, но выбрал для нее самый суровый путь – путь профессионального танца. Когда девочке исполнилось всего 9 лет, отец привел ее на экзамен в специализированную хореографическую школу. Сама Дильраба тогда думала, что это обычный кружок, где они будут просто весело проводить время после уроков. Но реальность оказалась жестокой. Это был жесткий, бескомпромиссный отбор, где оценивали все, от гибкости суставов до пропорций тела и выносливости. Из сотен претенденток со всего региона преподаватели отобрали лишь единицы, и Дильраба оказалась среди них. Следующие 6 лет ее жизни превратились в бесконечный марафон дисциплины и боли. Учеба в хореографическом училище – это не просто красивые па перед зеркалом. Это ежедневные многочасовые тренировки, растяжки до слез, когда преподаватели буквально ломали тело ради идеальной гибкости, строжайшая диета и железный распорядок дня. Ошибки не прощались, а конкуренция между девочками была колоссальной. Именно в этот период сформировался тот самый внутренний стержень Дильрабы, ее знаменитая осанка и грация, которыми сегодня восхищаются миллионы людей по всему миру. Она научилась терпеть боль, скрывать усталость за улыбкой и работать на пределе человеческих возможностей. В 2007 году, успешно окончив обучение, 15-летняя Дильраба становится ведущей танцовщицей синьцзянского ансамбля «Песни и танца». Казалось бы, ее жизнь была полностью предопределена: стабильная карьера, уважение в родном регионе, выступления на государственных праздниках. Но внутри молодой девушки зрело четкое понимание того, что рамки родного города и даже танцевального искусства стали для нее слишком тесными. Она хотела говорить со зрителем не только на языке тела, она хотела играть. Рискованный шаг и вызов индустрии. В 2010 году Дильраба принимает решение, которое шокировало ее окружение. Она забирает документы, собирает один чемодан и уезжает за 1000 километров от дома, в Шанхай. Там она с первой попытки поступает на актерский факультет престижной Шанхайской театральной академии. Для 19-летней девушки из Синьцзяна это был колоссальный культурный шок и огромный профессиональный риск. Дело в том, что в китайском кинематографе того времени существовали очень жесткие, негласные стандарты женской красоты. На экранах доминировал так называемый ханьский стандарт – мягкие, округлые черты лица, маленькие аккуратные носы, бледная кожа и классическая утонченность, отсылающая к древней живописи. Дильраба же обладала абсолютно нетипичной внешностью. Из-за своих уйгурских корней она выглядела очень ярко, глубоко, почти по-европейски.
Огромные глубоко посаженные глаза, высокий и прямой мост носа, резко очерченные скулы. Многие преподаватели и агенты тогда открыто говорили ей, что с такой внешностью она обречена быть актрисой второго плана. Ей пророчили исключительно роли экзотических иностранок, коварных соблазнительниц из приграничных земель или персонажей в исторических драмах, где нужно было подчеркнуть чужеродность героя. Но Дильраба отказалась мириться с этими стереотипами. Она начала активно ходить по кастингам, соглашаясь на любые, даже самые крошечные роли, чтобы просто доказать свое мастерство. И ее упорство дало плоды. В 2013 году на экраны выходит драматический сериал «Анархан», где Дильраба получает свою первую главную роль. В этом проекте она предстала перед зрителями без грамма гламура, в простом деревенском платье с минимумом макияжа, играя сильную уйгурскую девушку, борющуюся за свою свободу и любовь. Сериал получил признание критиков и даже был номинирован на престижную государственную премию. О молодой актрисе заговорили, но это было лишь началом. Судьбоносная встреча с Ян Ми. Настоящий перелом в карьере Дильрабы произошел тогда, когда ее заметила одна из главных суперзвезд китайского шоу-бизнеса того времени – актриса и продюсер Ян Ми. Обладая феноменальным деловым чутьем, Ян Ми сразу разглядела в необычной внешности и мощной харизме Дильрабы огромный коммерческий потенциал, который другие агентства просто побоялись развивать. Ян Ми приглашает молодую актрису в свое только что созданное агентство J-Vogue Studio. Это был идеальный симбиоз. Наставница не просто давала Дильрабе роли, она учила ее, как выживать в жестоком мире шоу-бизнеса, как правильно позиционировать себя перед прессой и как превратить свою неформатную внешность в главное конкурентное преимущество. Агентство начало продвигать Дильрабу по проверенной, но эффективной схеме. Сначала роли ярких, запоминающихся подруг главных героинь в крупных проектах, где блистала сама Ян Ми. И эта стратегия сработала безупречно. В 2015 году выходит романтическая комедия «Бриллиантовый возлюбленный». Дильраба играла там не главную роль, а персонажа второго плана, капризную, эксцентричную, но невероятно ранимую и забавную топ-модель Гао Вэнь. И произошло то, чего никто не ожидал. Зрители буквально влюбились в ее персонажа. Дильраба продемонстрировал потрясающий комедийный тайминг и живую, непосредственную мимику, полностью затмив главную актерскую пару. За эту роль она получила свою первую серьезную награду как «Лучшая начинающая актриса» на China TV Drama Awards, а ее имя впервые попало в топ поисковых запросов. «Золотой век» и миллиарды просмотров. Настоящий тектонический сдвиг в карьере Дильрабы случился в 2017 году. На экраны выходит масштабное фэнтези в жанре сеанса «Три жизни, три мира, 10 миль персиковых деревьев». Сериал мгновенно становится международным хитом, набрав десятки миллиардов просмотров на стриминговых платформах. Дильраба исполнила роль милой, преданной и невероятно очаровательной девятихвостой лисицы Баихэ Фэнзю. Ее экранная химия с актером Гао Вэйгуаном, который играл холодного и неприступного владыку Дун Хуа, оказалась настолько мощной и магнетической, что второстепенная любовная линия сериала взволновала зрителей едва ли не больше, чем главная. Популярность ее персонажа была настолько огромной, что продюсеры пошли на беспрецедентный шаг. Они выкупили права на экранизацию продолжения книги и запустили в производство отдельный сиквел. «Три жизни, три мира. Записки у изголовья», где Дильраба и Гао Вэйгуан уже стали главными героями. Этот сериал закрепил за Дильрабой статус королевы жанра фэнтези. Ее Фэнзю стала культовым персонажем, а сама актриса доказала, что способна в одиночку удерживать внимание многомиллионной аудитории на протяжении десятков серий. С этого момента карьера Дильрабы развивалась по восходящей траектории. Она начинает менять амплуа, чтобы не остаться заложницей одного образа милой сказочной девушки. В ее фильмографии появляются сильные, волевые исторические персонажи, как в драмах «Путешествие Чанга» и «Легенда об Аньле». Но, пожалуй, главным современным триумфом актрисы стала романтическая дорама «Ты мой триумф», вышедшая в 2021 году. В этом проекте она сыграла, по сути, гиперболизированную версию самой себя, популярную топ-актрису Цао Цзиньцзин, которая влюбляется в ученого-космонавта в исполнении еще одной суперзвезды Китая, актера Ян Яна. Проект имел оглушительный успех, показав зрелую, тонкую актерскую игру Дильрабы и доказав, что она может быть одинаково убедительна как в роскошных исторических одеждах, так и в декорациях современного мегаполиса. Модный феномен и мировая экспансия.
Параллельно с кинематографом Дильраба начала масштабное наступление на индустрию высокой моды, и здесь ее нетипичная для Китая внешность сыграла ключевую роль. Для европейских дизайнеров она стала идеальным мостом между утонченной эстетикой Запада и коммерчески успешным рынком Востока. Каждый ее выход на красную дорожку любого китайского или международного фестиваля становился главным событием вечера. Модные критики в один голос заявляли: Дильраба не просто носит платья, она создает вокруг них театральное представление. Будь то роскошное синее кутюрное платье с глубоким декольте, расшитый золотом наряд в стиле китайского барокко или футуристический костюм, она всегда выглядела безупречно. Журналисты начали шутить, что если на мероприятии заявлена Дильраба, остальным актрисам можно даже не стараться подбирать наряды, внимание прессы все равно будет приковано к ней одной. Бренды с мировым именем начали буквально сражаться за право подписать с ней контракт. Она стала глобальным амбассадором таких гигантов, как модный дом Dior и люксовый часовой бренд Panerai. Ее лицо украсило обложки всех ведущих глянцевых журналов, от Vogue и Harper's Bazaar до Elle и Cosmopolitan. Дильраба превратилась в живой бренд, в абсолютный синоним роскоши и элегантности. Любая вещь, в которой она появлялась на случайном снимке папарацци в аэропорту, распродавалась в онлайн-магазинах за считанные минуты. Это было признание, о котором девочка из Урумчи когда-то не могла даже мечтать. Жестокая цена успеха. Однако у любой медали есть обратная сторона, и цена, которую Дильраба заплатила за свое восхождение на вершину Олимпа, для многих показалась бы непомерно высокой. Китайская индустрия развлечений – одна из самых жестоких и требовательных в мире. Система агентств работает как огромный конвейер, который выжимает из артистов все силы ради сиюминутной прибыли. И Дильраба не стала исключением. В одном из своих редких откровенных интервью актриса сделала шокирующее признание. Она рассказала, что на протяжении первых 7 лет своей активной карьеры у нее не было ни одного выходного дня. Вообще ни одного. Ее жизнь была подчинена жесткому графику, расписанному поминутно на месяцы вперед. Проснувшись в 4 утра в одном городе, она ехала на съемочную площадку дорамы, где проводила по 14-16 часов под палящим солнцем или в ледяном павильоне. Вечером она садилась в самолет, летела в другой мегаполис, чтобы утром принять участие в фотосессии для модного бренда, а ночью возвращалась обратно на съемки. Она годами жила исключительно в отелях, ее вещи месяцами лежали в чемоданах, она не видела родителей, пропустила множество важных семейных событий и праздников. Изнурительный график привел к серьезным проблемам со здоровьем, хронической усталости, бессоннице и постоянному стрессу. Физическое истощение усугублялось колоссальным психологическим давлением. Быть суперзвездой в Китае – это значит жить в стеклянном доме под прицелом миллионов камер. Каждое ее слово, каждый случайный взгляд или жест анализируются интернет-пользователями под микроскопом. Хейтеры и антифанаты регулярно устраивают против нее скоординированные кампании в сети, обвиняя то в излишней пластике, то в отсутствии таланта, то в высокомерии. Но самым страшным испытанием стали так называемые сосены – безумные, одержимые фанаты. Они преследовали Дильрабу повсюду, взламывали бронирование ее отелей, караулили у дверей номеров, преследовали ее автомобили на дорогах, создавая аварийные ситуации и даже умудрялись находить скрытые контакты ее родственников, чтобы звонить им с угрозами или расспросами. Дильраба оказалась заперта в золотой клетке своей популярности, где она не могла выйти на улицу без сопровождения десятка телохранителей и где у нее практически не осталось пространства для личной жизни. Трансформация и взгляд в будущее. Пройдя через период эмоционального выгорания и жесточайшего давления, Дильраба начала постепенно менять свой подход к карьере. Она поняла, что если продолжить жить в таком темпе, конвейер индустрии просто сломает ее. В последние годы актриса стала более избирательно подходить к выбору проектов. Она больше не стремится сниматься в 3-4 дорамах в год, заполняя каждую свободную минуту рекламой. Сегодня Дильраба сознательно берет паузы между съемками, чтобы восстановить силы, побыть с близкими и просто пожить обычной, нормальной жизнью, насколько это возможно для человека ее уровня популярности. Ее профессиональные ориентиры тоже сместились. Она все чаще отказывается от типичных романтических сценариев в пользу сложных, драматических и социально значимых ролей. Она активно пробует себя в серьезном кинематографе, участвует в реалити-шоу, где показывает себя настоящую, без пафоса, веселую, немного неуклюжую и искреннюю девушку, которая любит вкусно поесть и ценит простые человеческие радости.
Она также не забывает о своих корнях, активно поддерживая благотворительные проекты в родном Синьцзяне, помогая молодым талантам из провинции получать образование и пробиваться в жизни, как когда-то помогли ей. Заключение. История Дильрабы Дильмурат – это не классическая сказка о Золушке, которой повезло встретить прекрасного принца или выиграть в генетическую лотерею. Красивых девушек в Китае миллионы, но Дильраба одна. Ее феноменальный успех – это результат редкого союза уникальной, запоминающейся внешности, железного хореографического воспитания, абсолютного нежелания сдаваться перед стереотипами и колоссального, порой самоотверженного труда. Она смогла доказать, что рамки и стандарты существуют лишь для тех, кто готов с ними мириться. Уйгурская девочка из Урумчи переписала правила игры в одной из самых консервативных индустрий мира и стала лицом современного, открытого и мультикультурного Китая. Она прошла через боль, одиночество, предательство и тотальное опустошение, но сохранила свою уникальность, достоинство и любовь к своей профессии. Сегодня она находится на самой вершине своего триумфа. И что бы ни приготовило для нее будущее, какие бы новые тренды ни диктовала капризная мода, Дильраба уже вписала свое имя в историю азиатского кинематографа. Она доказала, что истинная красота и талант способны преодолеть любые географические, культурные и национальные барьеры. Обязательно напишите в комментариях, какая дорама с участием Дильрабы является вашей самой любимой и за что именно вы цените эту потрясающую актрису. Не забудьте поддержать это видео лайком, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые подробные разборы историй успеха ваших любимых азиатских звезд. До встречи в следующих выпусках.